Привет, друзья! Привет, алгебраисты! Замечательная задачка. Вроде бы на уровне 7-8 классов, но очень, я вам скажу, непростая. Требуется разложить на множители вот это выражение x10 плюс x5 плюс единица. Мы покажем два способа разложения. Ну, попробуйте сразу сами разложить, а мы начинаем. Метод Софи Жермен. Кто такая Софи Жермен? Это французская женщина-математик, знаменитая, как Софья Ковалевская. Вот снизу я разместил две фотографии. Одна Софи Жермен, вторая Софьи Ковалевской. Ну вот здесь Софи Жермен слева или справа. Напишите, если вы это знаете. А я скажу, что в юном возрасте еще Софи доказала теоремку, которая носит название теорема Софи Жермен. Вот теорема звучит так, что всякое число натуральное вида а в четвертой плюс 4 можно разложить на множители, ну, при а больших единицы. Если а равно единице, у нас получается пятерочка, это простое число, а при всех остальных а число будет составным. Ну, понятно, что если а четно, то всегда число разложится на 2 умноженное на что-то. Ну, вот если а нечетное, допустим, а равно 3, 5, 7 и так далее, то всегда это число можно будет разложить на множители. Ну, как она доказывала? Вот такой пример часто ставит в тупик школьника. Если разность квадратов, он легко раскладывается, а вот если сумма, то все. Ну, в наших роликах про решение уравнений старших степеней мы часто применяли так называемую искусственную группировку для разложения на множители. Вот здесь очень удобно добавить 4а в квадрате и вычесть 4а в квадрате. Вот и все дела. У нас получается полный квадрат суммы. У нас получается а в квадрате плюс 2 в квадрате, верно? Ну, а 4а в квадрате можно представить как 2а все в квадрате. Ну, вот получили разность квадратов, тогда все разложится. А в квадрате плюс 2 минус 2 и на а в квадрате плюс 2 плюс 2. Ну, теперь можно значение а подставлять в скобки и получать разложение вот этого числа в четвертой плюс 4. То есть многочлен четвертой степени разложили на два квадратных трехчлена. Мы этим занимались с вами, ну, много раз, когда решали уравнения. Все, я убираю наших девушек, иначе они нас будут отвлекать от нашей задачи, и попробуем использовать эти идеи для разложения. Я скажу сразу, требуется просто разложить это выражение на множители. Не многочлен на два каких-то многочлена, а на множители. Я ведь сказал так, и в условии записано, чтобы не было там большого шума. Итак, вот в 8 классе учительница часто предлагает ребятам, да и в учебнике полно таких задач, разложить на множители вот такое выражение. Х минус единица. Если х в квадрате минус единица, легко разложить. А вот если х минус единица, но поскольку уже там изучаются арифметические квадратные корни, она говорит, представим х как корень из х в квадрате минус единица. Ну и тогда разложим как разность двух квадратов. Получится корень из х минус единица умножить на корень из х плюс единица. Да, у нас получается тождество. Равенство справедливое при всех допустимых значениях, входящих в него букв, то есть при x больших либо равных нулю. Но ничего страшного, так в алгебре часто происходит. Ну что ж, давайте применять идеи Софи Жермен и вот эту идею, о которой я рассказал. Артикул 10 можно представить как x пятый в квадрате плюс x пятый плюс единица. Верно? Ну а дальше все нас тянет на замену. t в квадрате плюс t плюс 1. Ну где? t это x пятый. X пятый. Ну что ж, давайте разложим. t в квадрате плюс t плюс 1 равно t в квадрате плюс 2t плюс 1. Полный квадрат мы сформировали. Надо вычесть t, чтобы ничего не изменилось. 2t минус t просто t, как и было. Но зато здесь можно свернуть и сказать, что это будет t плюс 1 в квадрате. Минус. А t мы представим как корень из t в квадрате. Все, мы разложили на множители t плюс 1 плюс корень из t и t плюс 1 минус корень из t. Минус корень из t. Осталось сделать обратную замену. Ну что, давайте запишем x в 10 плюс x пятый плюс 1. Теперь можно разложить как t плюс 1 плюс корень из t, а t это x пятый. Получим x пятый. Дальше корень сразу запишу. Плюс корень из x пятый
квадратный плюс единица умножить на х пятый, дальше минус корень из х пятой и снова плюс единица. Разложено? Разложено. Ну, кому-то нравится второй вариант. Это уже 10 класс, который знает степень с дробным показателем. Когда у нас получается х пятый плюс х в степени 5 вторых плюс единица, это не многочлены. Х пятый минус х в степени 5 вторых плюс единица. Многочления, они с натуральными показателями. Но мы разложили на множители. Это был способ один. Ну, если у кого-то есть чувство неудовлетворенности, что ну как так, это я ж не думал, что можно так разложить, давайте мы разложим в виде двух многочленов. Поставьте лайк тогда, вот сейчас прямо. Ну, может, отчаянные подпишутся даже. И мы покажем, как можно разложить на множители. Много открытий чудных вы получите на нашем канале. Посмотрите, я преобразую это выражение, это многочлен, следующим образом. Я добавлю x9 и x8 и сразу скажу почему. Если вынести после группировки x8, то в скобках останется x квадрат плюс x плюс единица. Вот я буду к этому множителю все и группировать. Я отнял x9, x8 и тут же дописал минус x7. x9 и x8 взаимно уничтожились, но зато появился вот такой трехчлен. Если я вынесу минус x7, получу x в квадрате плюс x плюс единица. Ну и так далее пошел. Прибавил x7, прибавил x6, x5. Вычел x6, x5, x4. Прибавил x5 плюс x4 плюс x3. Вычел x3, x2, x. Прибавил x в квадрате плюс x. Я записал единицу. Ну, если нигде не напутал, все должно быть верно. Если напутал, простите. Теперь группирую, выношу. Х в квадрате плюс х плюс единица. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И мне за скобки выносится х в квадрате плюс х плюс единица. А в скобках остается вот такая история. Конечно, это не простая история, это искусство алгебры. Тут спорный вопрос, насколько оно нужно или не нужно. Напишите, как вы считаете, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. И у нас по-прежнему минус 19. Ну все. Пока. С вами был Валерий Казаков. Помните, кто на обложке нашего превью? Там знаменитая София находится, французская. Кто узнал ее, напишите. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков.